Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 9 апреля. Поехали! В ночь на 9 апреля юго-запад Германии оказался во власти снежных осадков. На город Кайзерслаутерн обрушился сильный снегопад. За несколько часов высота сугробов достигла отметки в 10 сантиметров. Эта непогода стала основной причиной задержек движения транспорта и образования пробок на дороге. Помимо этого, тяжести снежных осадков не выдерживали деревья, ломались ветви, падая на машины и дома. Упавшие деревья, в частности, заблокировали автомобильные и железные дороги. Коммунальщики еще с ночи ведут работы по расчистке дорог. Был отмечен и рост ДТП. Власти предупредили местных жителей, чтобы они были максимально внимательными на дорогах и не превышали скоростной режим, а также не находиться под деревьями и не посещать лесные массивы, так как есть риск обрушения. Внезапные наводнения охватили центральный регион Ганны. Сильный ливень, который обрушился на город Касоа и продолжался несколько часов, вызвал довольно серьезные наводнения. За 6 часов выпало 80 мм осадков. Этого хватило, чтобы некоторые районы буквально ушли под воду, а высота паводка достигла 1 метра. По улицам неслись потоки воды, которые сносили людей и транспорт. Наводнения вызвали хаос на дорогах, многие автомобили были брошены или унесены водой. По сообщениям СМИ, дома также были затоплены и повреждены. Сообщений об эвакуации местных жителей не поступало. На данный момент известно, что от буйства стихии пострадало 4 человека. На Ганну каждый год обрушиваются интенсивные дожди, которые приносят от 100 до 150 мм осадков. Каждый раз это приводит к наводнениям и жертвам среди местного населения. Жители требуют от властей улучшения дренажной системы как столицы Акры, так и других городов. Со вчерашнего дня на Тайване началось извержение грязевого вулкана Вандан. Последний раз вулкан извергался 13 октября 2021 года. Извержение произошло прямо у подножья одного из местных храмов. Этот вулкан довольно активный и постоянно производит серию извержений, выбрасывая на поверхность тонны грязи. В этот раз сформировалось только одно отверстие, из которого происходило извержение. Как сообщают СМИ, этому извержению сопутствовали подземные толчки с максимальной магнитудой 3,4. Этот вулкан спал почти 50 лет и начал свою активность в 2011 году. После этого он от 1 до 2 раз в год производит выброс грязевых масс. В эту пятницу Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в Чили объявило красный уровень опасности для коммуны Монте-Патрия в регионе Кокимбо из-за лесного пожара, который затронул этот район и приблизился к населенным секторам. Этот крупный пожар получил название Эль-Койпо. Он сжег 5 домов, а также уничтожил 50 гектаров растительности. На данный момент в некоторых районах наблюдаются проблемы с электроснабжением. 1500 местных жителей остаются без связи и света. Из-за опасного района власти успели провести эвакуацию населения, жертв и пострадавших не отмечено. Пока известно, что этот пожар локализован на 15%. К тушению уже подключили и авиацию. Синоптики на ближайшие дни не обещают дожди, а наоборот прогнозируют сильные порывы ветра и высокие температуры. В Уссурийске был отмечен сильный ветер, порывы которого превышали 28 метров в секунду. Горожане поделились фотографиями последствий от буйства стихии. Сильный ветер обрушился на город в пятницу вечером. Здания и сооружения пострадали от его порывов. Жители города рассказали, что находиться на улице было опасно не только из-за ветра, но и из-за падающих конструкций. Из-за сильного ветра в Уссурийске на некоторых домах оторвались облицовка и часть кровли зданий. Срывало рекламные конструкции, а также ветер переворачивал остановочные павильоны. На территории частных домов также разруха. Порывами ветра снесены элементы домов, поваленные заборы и столбы линий электропередачи. Часть районов оказалась без света. Жертв и пострадавших не отмечено. Интенсивный ливень, который длился всего пару часов, успел стать причиной локальных наводнений в городе Гуаякиль, Эквадор.
Сильно пострадали несколько улиц, по которым неслись потоки воды. Местные жители поделились фото и видео последствий этих событий. Мало этого, на одной из улиц прорвало трубу водоснабжения. Теперь 3 района города остались без питьевой воды. Этот прорыв затопил дома местных жителей, которые находились поблизости. Высота паводка на некоторых улицах достигала 40 сантиметров. Какой нанесен ущерб, пока неизвестно. Коммунальщики проводят откачку воды из домов, а после уже будет сделана оценка нанесенных повреждений. А это видеокадры из Швеции, который в ночь на 9 апреля накрыл мощнейший циклон и принес с собой снежные осадки, а также метель. Снежные осадки наблюдались во многих городах Швеции. Такие погодные условия привели к хаосу на дорогах, росту числа аварий. Аномальная погода повлияла и на работу аэропорта. Воздушная гавань Стокгольма перестала отправлять и принимать самолеты. Причина – это снежный шторм, который обрушился на столицу. В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, в городе выпадет до 30 сантиметров снежных осадков, при том, что уже местами выпало 25 сантиметров и более. Метель внесла коррективы не только в работу аэропорта. Шведским властям пришлось перекрыть движение по нескольким автомагистралям, которые также были засыпаны снегом. Коммунальщики работают без перерывов, расчищая дороги. Синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий и выпадение снега еще 2 дня назад. Их прогнозы оправдались с лихвой. Сильные ливневые осадки добрались до Филиппин и накрыли сразу несколько провинций. Сильный дождь, который начался еще 8 апреля, привел к наводнениям и оползням. По сообщениям властей, тысячи людей пострадали и сотни были вынуждены покинуть свои дома. По меньшей мере 1 человек погиб и 2 пропали без вести в результате наводнения в регионе Давао. Наводнение произошло в этом регионе после того, как на него обрушилось 150 мм осадков. Несколько дней назад в Мавабе, провинции Давао-де-Оро, наводнения и оползни повредили 6 домов и 5 дорог. В муниципалитете Мамасапана, вышедшая из берегов река, затопила посевы и дома. Это бедствие охватило 2000 местных жителей, из которых 400 были эвакуированы. Филиппины наиболее часто подвержены муссонным дождям, от которых страдают тысячи местных жителей каждый год. Помимо этого, регион часто сотрясают землетрясения с высокой магнитудой. Грязевой вулкан проснулся и в Иране. Извержение вулкана Килавшан, который находится в городе Канарак, было отмечено еще 8 апреля. Многих местных жителей удивило такое редкое погодное явление. Они сделали фото и видео и поделились в социальных сетях. Гора Гальфшан является одной из туристических достопримечательностей Южного Систана. Последний раз этот вулкан извергался 50 лет назад. Местные власти запретили приближаться к вулкану не менее чем на 1 километр, во избежание попадания жителей в непредвиденные ситуации. А это видеокадр извержения подводного вулкана на границе Ирана и Пакистана, в районе, который называют Чабахар. Это извержение случайно зафиксировали проезжающий мимо военный конвой на катере, а позже поделились видеокадрами в интернете. Вы заметили, как активизировались грязевые вулканы в последние сутки? Интересно, с чем связана такая активность? Удивительная погода наблюдается уже вторые сутки в штате Висконсин, США. В городке Эшленд ситуация больше похожа на середину декабря, чем на начало апреля. Апрельский снегопад добрался и в эти края. Интересно, что за сутки выпало довольно много снега, местами он превышает отметку в 10 сантиметров. Этот снег пролежит совсем недолго, температура уже превышает 0 градусов по Цельсию. Как отметили местные жители, природа решила преподнести напоследок сюрприз до наступления весны. На некоторых дорогах наблюдались проблемы в транспортном сообщении. О росте числа ДТП не сообщается. Это событие больше вызвало ажиотаж среди местных жителей, которые с удовольствием делали селфи и делились ими в социальных сетях. За последние сутки на Земле произошло 105 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале.
Большая райская птица. Большая райская птица – родственник, как ни странно, семейства врановых. Как и большинство райских птиц, она необычно красива. Живет большая райская птица в Австралии и в Новой Гвинее. Обитает как на равнинах, поросших растительностью, так и в гористой местности, правда на небольших высотах, обычно 900 метров над уровнем моря. Яркий окрас имеют только самцы большой райской птицы, а самки имеют довольно скромный окрас. Райскую птицу очень трудно заметить, лучше всего это сделать в период, когда эти птицы совершают короткие перелеты среди густой растительности. Райская птица имеет длинные когти, которыми она с легкостью цепляется за ветки растений. Длина когтей составляет примерно 12 мм. Основу питания райской птицы составляют семена растений, кора деревьев и плоды. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание и до завтра.